Здравствуйте, дорогие рукодельницы! В этом видеоуроке я покажу, как сделать своими руками такой оригинальный ремешок к сумочке. Основная часть его вяжется крючком и потом пришивается к ленте. Немножко упростим себе задачу, свяжем ремешок 3 цветами. Нам понадобятся довольно тонкие нитки 3 цветов для вязания крючком. Также крючок размером 1,25 см. Лента шириной 3,5 сантиметра и 2 карабина. Предлагаю связать по вот такой схеме 15 рядов у нас на раппорт 24. Из этого расчета набираем петли. У меня получилось 368, 15 мотивов. Для того, чтобы не сбиться со счета, я ставлю маркеры после каждой сотой петли. В конце ряда делаем одну петлю подъема и в обратном направлении все петельки обвязываем столбиками без накида. То есть каждую петельку один столбик без накида. В конце должно получиться такое же количество. У меня 368 столбиков без накида. Когда первый ряд готов, делаем переход во второй ряд. Для этого вяжем цепочку из 10 петелек. И сразу посередине присоединяем белую нитку, которая нам уже понадобится во втором ряду. Переход этот мы вяжем для того, чтобы замкнуть наше изделие в кольцо, вязать по кругу, и тогда у нас получится красивая лицевая сторона. 10 петелек будет достаточно, и замыкаем наш ремешок в кольцо. Начинаем вязать второй ряд. По узору у нас сперва идут 3 столбика без накида серого цвета. Меняем нитку, вяжем 2 столбика белого цвета и потом 22 столбика серого цвета и снова 2 белого. Переходим в третий ряд, делаем снова такой мостик из 10 петелек, захватываем обе ниточки. В третьем ряду снова начинаем с серого цвета, 5 столбиков серого цвета, потом 2 белого. В третьем ряду уже нам понадобится и черная нитка. Присоединяем черную нитку, прячем ее пока в середину серых столбиков. И потом будем вязать уже 3 цветами. Да, для тех, кто еще не очень опытен в вязании жаккарда крючком, напомню основные принципы. При смене цвета предыдущий столбик не довязываем до конца, а закрываем его уже следующим цветом, а также нити, которые не в работе, прячем в середину столбиков. В конце каждого ряда вяжем переход, тут уже захватываем 3 нитки и дальше вяжем по узору, меняем нитки. Предлагаю вам также посмотреть еще один мой видеоурок по вязанию ремешка в технике жаккард.
Тоже интересный ремешок. Получился всего 8 рядов, и изнанка довольно аккуратная получилась, так что ленту пришивать не надо. Подсказку вы видите на экране. А пока наш трехцветный ремешок не готов, я покажу, что делать дальше на уже готовом ремешке, который я связала 4 цветами. Ну, это было для меня очень сложно и с перетяжками, поэтому не советую. Разрезаем наши мостики, переходы для начала. Берем ленту шириной 35 миллиметров. На удачу у нас точно такой ширины получился и ремешок. Длина ленты должна быть с запасом. Если у вас узкие карабины, то возьмите по 15 сантиметров с обоих сторон. Если широкие, то по 13. Приблизительно у меня длина ремешка 93 сантиметра плюс 26, 119 сантиметров. Чтобы все аккуратно получилось, я лучше приметаю сначала ремешок к ленте. Вот видите, 3 хвостика я загибаю вовнутрь. Остальное оставляю так, чтобы не получилось слишком толсто. Вот так аккуратно пришиваем по краю. Еще я забыла сказать, что обязательно перед тем, как разрезать ремешок, надо его постирать и отпарить, чтобы он дал усадку. Это надо обязательно сделать. И теперь уже пришить это все надо на машинке. Снизу у меня черная нитка, сверху серая. Отступаем где-то 2 миллиметра от края и по кругу все пришиваем. Дальше для широких карабинов от края ремешка отмеряем где-то 10-10,5 сантиметра. Аккуратно отрезаем ленту и прижигаем ее с помощью зажигалки. Дальше переворачиваем ленту на изнаночную сторону и рисуем квадратик со стороной 3 сантиметра. Отступаем где-то 3 миллиметра от края ленты. Рисуем квадратик с диагоналями. Надеваем карабин. У меня как раз по размеру ленты, он 3,5 сантиметра ширина. Загибаем таким образом ленту и пришиваем по нарисованному квадратику. Только надо следить за тем, чтобы эти наши переходы, мостики хорошо спрятать. Если у вас только узкий карабин, то отмеряем немножко больше, 11-11,5 сантиметров. Тоже можно его использовать, и так он будет выглядеть. Получился ремешок длиной около 1 метр. Надеюсь, этот урок был для вас полезным. Смотрите также мои видео о паркетном вышивании, и до новых встреч!